Дальше. Если ломает суставы, если лихорадит, трясет, руки трясутся, то есть постоянно или при сильном жаре, там, если жар у вас вот и начинает трясти, суставы болят, ломятся, или если просто суставная боль постоянно вас мучает. Итак, а, что нужно делать? Значит, вы сами для себя не сможете провести, поэтому попросите кого-то это сделать. Потому что над своей головой чирикать ножницами нельзя. Нужно, чтобы кто-нибудь этими ножницами там орудовал. Даже если он слова не скажет, вы будете повторять, это поможет. А если вы будете для кого-то делать, для ребенка, для близкого человека, значит, смотрите, сажайте прямо перед порогом, перед входной дверью на пол. Вы можете постелить что-нибудь. Прям садится на пол человек. Над его головой ножницами вот так проносите, как будто стрижете вокруг. Волосы, естественно, не задевайте. Вот просто вот так делайте. Вот видите, насколько важны секреты древних людей, древних знахарей, ведунов и так далее. Потому что здесь не просто слова, здесь действия тоже очень важны. И они тоже, они стригут, то есть убирают, да, убивают, отсекают неизвестные энергии. Это не просто так вот так гремели цепями или что-то еще. Понимаете? Ломота, если ломает суставы, потому что у вас жар, потому что вам плохо, или просто, э, ну, ломит плохо, постоянно у вас ломит суставы, или боли в суставах. Несколько вечеров. Вот эти все заговоры, которые я вам сказала, лучше делать вечером. Конечно, если очень больно, делайте днем, но вечером оно особенно активно. Потому что моя бабушка, когда хотели заговорить детей, приводили детей, или их там чепчики, или маечки и так далее, она всегда говорила, приходите вечером, когда солнце сядет. Или, например, делали ритуалы, пока солнце не встало, прям ранним утром, смотря когда. Зимой можно было позже, например, ну, к 7 часам. Летом, сами знаете, рано встает солнце, это к 4 надо было встать. По росе ходил человек до восхода солнца и читали. Вот во всем есть свои ключи, во всем есть свои секреты, тайны и смысл. Так вот, э, ломота. Посадить человека перед порогом, взять, значит, ножницы и вот так вот чикать над головой. Не срезая волосы, естественно, просто вот над головой, как будто вы стрижете. Попросите кого-нибудь, если вы не можете, ребенка даже можете просить вот так сделать, а вы будете читать, сидя. И вот, значит, читайте раз 13. Вам станет легче сразу, но обязательно продолжайте. 6 дней, 7 дней, вот у вас суставная боль начнет абсолютно уходить. Потому что люди обычно первый раз делают, ой, ну все прошло хорошо, потом возвращается. Надо добить. Ножницами можете потом пользоваться, оно ничего там никому не сделает. Просто перед тем, как пользоваться, просто его как бы после ритуалов под струей воды просто держите некоторое время, чтобы она ушла. И все. Итак, матица, на 40 плах посажена. И хворь сию, и ломоту туда же посажу. Точиво ножнынь. Что там написали? А, все, не мешайте. Точиво ножни сами режу, так и ломоту хворобу вырежу. Ножницами. Господи, вот представляете, отвлекли, я даже кусками написала, так и читаю. Ёкалманы, ножницами. О. Режу, вырежу ножницами острыми, булатными. Ломоту да хворобу вырежу. Тело спасу, исцелю, заклято. Еще раз. А я еще не пойму, что тут написал-то. Отвлекаюсь. Матица. На 40 плах посажена. И хворь сию, и ломоту туда же посажу.
Точево ножницами режу, так и ломоту. Точево, да. Прям точево, так и называется. То, чего вместе говорили. Это неизвестная энергия называется. Это старинные слова. Так и ломоту, хворобу вырежу. Режу, вырежу. Ножницами острыми, булатными, ломоту да хворобу вырежу. Тело спасу, исцелю. Заклято. Шок. Еще раз говорю. Итак, вот так вот сверху, чикая ножницами, читаем. Матица, на 40 плах посажена. И хворь сию, и ломоту туда же посажу. Точево ножницами режу, так и ломоту, хворобу вырежу. Режу, вырежу. Ножницами острыми, булатными. Ломоту да хворобу вырежу. Тело спасу, исцелю. Заклято. Здесь спросят, естественно, а можно ли вот... Да, а все Жанны такие хохотушки и болтушки. А можно ли, значит, нужен ли откуп? Дорогие друзья, не везде нужен откуп. Иногда откупом является ваша хорошая энергия, радость, вот это вот ликование, да, от исцеления. Это тоже духом нужно, здоровая вот эта вот энергетика. Так что если не написано, что нужен, значит, он не нужен. Почему? Давайте не будем объясняться. Я об этом уже говорила, объясняла очень подробно во всем, везде, и откупы, и все такое. Поэтому просто делайте как надо и не стройте себя профессоров.